Hi everyone, с вами Ева Лурман. Я хочу показать вам свой внешний вид, как я хожу на работу. Я работаю всегда в маске. Парикмахеры вообще должны работать в масках, неважно, это мужская стрижка или это женская стрижка. Однозначно маски постоянно. Это техника безопасности наша, обязательно она должна присутствовать. Я должна вам сказать, что ни для кого не секрет, что есть такое понятие легкие парикмахера, еще хуже, чем легкие курильщика. Это значит то, что в наши легкие попадает огромное количество микрочастичек волос. Особенно это касается мужских стрижек. И чтобы как-то обезопасить... Да, кстати, потом эти волосы из легких очень сложно удалить. Можно сказать, что практически невозможно. Поэтому мой вам совет. Если вы только начинаете заниматься этим искусством, парикмахерским искусством, обязательно с самого начала используйте маски. Благо их сейчас огромное количество, я даже видела с какими-то тут смайликами, даже можно так одеть, приколоться и клиента повеселить, и самому посмеяться в зеркало, на себя будешь смотреть, и здесь будет какой-нибудь смайлик. А если вы уже давно работаете, в любом случае прислушайтесь, потому что это очень полезно. У меня, кстати, клиент есть, она является доктором, фтизиатром это называется, она легкими занимается. Легкими. Это такой орган в нашем организме, легкие. Вот, и она рассказывала мне такую историю, правда, страшная история, но поучительная очень. Парень один тоже работал долго парикмахером, работал, потом у него началось воспалительный процесс, воспаление легких, и никто не мог понять, из-за чего и так далее. В итоге получается, что он, ну так скажем, сгубил себя сам тем, что пренебрегал элементарными какими-то понятиями техники безопасности. Ну, в общем, у него нашли огромное количество волос в его легких. Вот. Не будем дальше про эту печальку и стольку. Просто одевайте все время маски. Я лично всегда в маске. И самое интересное, что это мой пример, он заразителен. Потому что у меня все потом студенты в масках приходят и в перчатках. Я целый день провожу тоже в перчатках. Для рук это очень полезно. Я там маслечко наношу какой-нибудь и целый день в перчатках. Считайте, что это парафинотерапия. Короче, ни секунды свободного времени. Любую секундочку нужно обязательно превращать в какой-то дополнительный плюсик для себя. Вот так вот. И у меня вот такой белый халат. Многие скажут, а что это у вас белый халат? Это же так неудобно. Я могу вам сказать, что очень удобно белый халат. Очень удобно. Во-первых, видно, где ты вымазался. Как минимум, это логично. И сразу можно это все удалить. Ладно, это не в этом вопрос. Вопрос в том, что я очень часто стригу со студентами, и мне, например, гораздо легче быть в халате, он дышащий, начнем с этого. Волосы в него не впиваются, так скажем. Он достаточно свободный, то есть по собственному своему там телосложению можно выбрать любой какой-нибудь размер. И в нем не жарко и не холодно. Кстати, если взять, например, парикмахерские специальные фартуки, их у меня миллион там лежит. Это не то, что я там себе не могу позволить фартук купить. У меня их очень много там. И студенты все, студенты здесь учатся у нас, ну, в моих учебных центрах, я им всем спецодежду эту выдаю. Я бы с удовольствием носила тоже все эти фартуки, но мне они не нравятся. Наверное, потому что они полностью не защищают твою одежду по кругу, так скажем. Фартук у него обязательно будет здесь вот какой-нибудь разрыв. Или сзади. Да, сзади я должна вам сказать, я, например, очень часто вымазываюсь. То есть, если бы это не халат, то у меня была бы в краске одежда, которую я, честно сказать, просто заколебалась постоянно менять. Из-за того, что я раньше не в халате работала, а во всяких этих фартуках, то одежда моя практически вся пришла в негодность. То там, то там, то там. Очень часто на рукавах, если мы красим, осветляем, рукава все будут полностью заляпаны. Какой бы ты там супермастер не был, какой бы ты ни был волшебник, все равно вот эти места, они всегда заляпываются в первую очередь. Даже сейчас видно, вот, пожалуйста, это краска. А также еще плюс
халата в том, что ты такой строгий на занятиях, как, знаете, вот как врачей боятся люди, только увидел человека в белом халате, сразу такой боишься человека. Ну, я не призываю, чтобы меня, конечно, люди боялись, но на это намекаю. Шучу, нет. Я люблю белый цвет, если честно. Вот помимо всего того, что я рассказала перед этим, белый цвет обожаю. Мне нравится вот как я выгляжу. Я выгляжу в черная маска, черные перчатки и белый халат. Это очень удобно и практично, потому что халаты не так сильно изнашиваются. Ну, вообще, вот масса, еще можно плюсы принести. Жарко, например, лето. Под низ можно одеть маечку какую-нибудь. Не обязательно рубашку, не обязательно какую-нибудь фэшн-одежду. Я вот, например, раньше тоже обожала фэшн-одежды ходить на работу. Прям вот понакуплю себе какие-нибудь тут со всякими этими штучками. Но вот, понимаете, жалко потом. Заляпаешь обязательно. Вот просто ушатаешь одежду, вот и все. Жалко становится. Особенно если какие-нибудь такие вот кайфовые вещи, какие-нибудь интересные. И я пришла к выводу, что мне гораздо проще и легче перенести замызганность моего халата, потому что я его постирала, потом я его просто выкидываю, и мне совсем его не жалко. А вот какие-то вот классные модные штучки, маечки, какие-нибудь туники, прям жалко становится. Надеюсь, этот ролик для вас был полезный. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Bye-bye, everyone, с вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.